Айдан продолжает вызывать у мужа ревность при помощи актера. А Серкан утром приезжает к Эде. Когда он видит ее в образе роковой красотки, у него подскакивает пульс и пищит браслет. На вопрос, куда едем, Серкан говорит, что он покажет ей особенное место. Энгин за 10 лет знакомства так и не приметил, что Перил любит цветы в горшках. Он отдает букет Эрдему. Новая секретарь Альптекина выставила в соцсеть фотографию. Айдан в отчаянии. По совету актера, он же мастер по личностному росту, Айдан запустила в комнату Альптекина блог. Втайне от всех Айфер говорит Джерен, что хочет взять еще один кредит и заложить дом, так как первого кредита ни на что не хватило. Айфер спрашивает у Джерен, есть ли у нее знакомые в банке. Джерен советует обратиться к матери и бабушке Эды. Но Айфер говорит, что Эда никогда не примет деньги от бабушки. Айфер объясняет, что это длинная история, и ее мать сама виновата. Когда Айдан хотела найти свидетельство о собственности, она увидела договор Серкана и Эды. Джерен объясняет Айфер, что Эда сделала это ради учебы, так как Серкан сказал, что оплатит обучение, но никто, кроме нее, об этом не знает. Отчаявшаяся Айфер позвонила матери и попросила помочь Эде, чтобы та смогла окончить университет. А Серкан тем временем привозит Эду в особняк. Он говорит, что клиент хочет его обустроить. Эду заинтересовало, что бывший владелец особняка вывел один из сортов роз. Серкан попросил Эду подбросить ему пару идей по благоустройству дома. Эда соглашается. Также Эда советует Серкану сделать из комнаты с самым лучшим видом спальню. Эда спрашивает у Серкана, сказал ли он Селин «да». «Может сказать «да» тебе?» – спросил Серкан у Эды. Эда говорит, что Селин для него самое оптимальное, как он говорит, решение. Далее Серкан интересуется, что будет с Эдой. Та рассказывает, что подала документы в вузы, в том числе и за границей. Серкан спрашивает у Эды, почему она не принимает от него помощь. И Эда отвечает, что ей от него ничего не нужно. Серкан просит Эду не уезжать. Но та говорит, что хочет жить своей жизнью и подальше от него. Серкан поблагодарил Эду за то, что та свела его с Селин. А Эда поблагодарила Серкана за то, что подарил ей несколько незабываемых недель. Вдруг звонит Энгин, и Серкан выдумывает, что в офисе большая проблема и нужно ее срочно решить. Серкан просит Эду поехать с ней. Он говорит, что потом хочет пригласить ее на ужин. Эда соглашается, говорит, что поедет попрощаться со всеми и в офис. Приехав в офис, Серкан говорит Энгину, что Эда уходит из их жизни и нужно срочно сделать ей такое предложение, от которого она не сможет отказаться. Эда тем временем узнает от Лейлы,
что Серкан и Селин едут вместе на конференцию в Лондон через 2 дня. Эда думает, что они помирились. Она звонит Джерен и рассказывает, что Серкан ей об этом даже не сказал. Энгин пытается остановить Эду. Но в это время ей поступает звонок из заграничного вуза. Эда говорит, что не может остаться работать в офисе, так как уезжает на учебу в Италию. Серкан поздравляет Эду с одним из лучших вузов в мире и спрашивает, кто его оплачивает. Эда говорит, что никто его не оплачивает. Так как у Серкана и Селин все в порядке, она просит Серкана оставить ее в покое. Серкан говорит, что не все так просто. И Эда отвечает, что есть простой способ оставить в жизни человека, просто сказав ему «не уходи». Серкан говорит, что не вправе просить не уходить человека, который собрался уйти. Кайдан врывается Айфер и уличает ее во лжи. Сейфи уверяет, что господин Альптыкин не знал о контракте и действительно хотел наладить отношения. Айдан говорит, что ее племянница прекрасно выполнила условия контракта, и так как дееспособная сама на это пошла. Айфер просит Айдан передать сыну, чтобы теперь держался от их дома подальше. Зарубежные партнеры соглашаются работать на условиях Серкана, но находят ранее серьезный недочет. Они предупреждают, чтобы впредь с их компанией такого не случилось. Домой вернулась Эда, и Айфер говорит, что сойдет с ума, если они не поговорят. Айфер рассказывает, что знает о контракте, и просит у Эды прощения за то, что не смогла дать ей образование. Эда говорит тетушке, что учится у нее быть сильной. Также она делится новостью, что один итальянский вуз предложил ей стипендию, и она не понимает, как такое возможно. Айфер говорит, что они как-то поняли, что она этого достойна. Далее Эда звонит девочкам. Она рассказывает, что у нее появилась возможность доучиться и выпуститься. Она собирает чемодан и завтра уезжает в Италию. «А как же зять?» – спрашивает Мелла. Эда отвечает, что это длинная история.